Ну и всем привет, вы на канале Польза Стримы. Давно я не выгружал подобных роликов, и сейчас вы видите обзор на смартфон CMF-1 by Nothing. То есть по большому счету Nothing это Carl Pei, который а-ля не BBK, а-ля не OnePlus, но мы про это забываем. Не забываем подписаться на канал с колоколом. Сейчас вы видите, как снимает сам смартфон, основной его модуль. Ширик, ультра ширика у него нет, в 4К 30 FPS, в максимально неприятных условиях. Примерно так же последние 100 смартфонов снимали то же самое лицо, используя свои великолепные микрофоны. Здесь также работает его родной микрофон. И если вы хотите подобный контент, допустим, если вы хотите на этот смартфон такой же обзор, но в 1080p 60 FPS, сейчас он снимает в 4К 30 FPS, стабилизация будет просто мракобесная, вы увидите, хотя не факт. Потому что каждому свое, и кому-то она подойдет. Набиваем 1000 лайков за неделю, и тогда я еще и в 1080p на него снимаю. При том, что я хочу отметить, что в основном обзоре я с ним сравнивал его по камере с Poco X6 Pro, и моментами он прямо его ушатывал. Начнем с чего? Начнем с саморекламы, разумеется. Основной канал Польза.нет, на него уже обзор был на канале, на этот CMF-1, сравнивал, повторяюсь, с Poco X6 Pro, плюс я его уже гонял на канале прожарок Польза, стримы, в течение 3 часов мы в него играли, и уже можем сделать какие-то выводы. Помимо этого, 3 раза прогоняли его в Antutu. Не буду ничего говорить про его Dimensity, по-моему, 7100 процессоре. Почему? Потому что, во-первых, это МТК-шный проц, во-вторых, 600 тысяч баллов в Antutu, но серьезно, в смарте за 19 тысяч рублей это такое себе на сегодняшний момент. Надеюсь, что не все выключили ролик. Почему? Потому что подобные смарты покупают как звонилки, подобные смарты покупают для того, чтобы использовать для потребления контента, ну и однозначно не для тяжелых игрушек. Почему? Потому что мне сенсор здесь не понравился, вряд ли он будет лучше, хотя многие считают здесь очень неплохой матрицей. Матрицу 900 люксов она выдает в максималке, и в пике, по-моему, 1600 он выдавал, но он долго не держит. В общем, 900 люксов это очень-очень круто, в играх 700 люксов он дает. Но тач при этом работает не очень хорошо, при том, что в каком-нибудь там даже Diablo 60 FPS вам не поставить. Так, вы, кстати, не забыли подписаться на канал с колоколом. Хотите, если помочь каналу, подпишитесь на телегу скидок. Это первая ссылка внизу в описании, либо в прикрепе. И напишите, чтобы я продолжал этот контент просто в комментариях. Саня, продолжай, нам интересно, как это дело все снимает. Почему? Потому что, как многие говорят, а зачем эти камеры? Ну, за эти камеры вы платите как минимум половину стоимости железки. И ввиду того, что вы за это платите, разумеется, вы хотите с этого дела что-то получить, правильно? Особенно корректно это все дело в сравнениях. А более топорных сравнений в одной и той же местности в течение 1,5 лет на сотню смартфонов, ну, мне кажется, вы не найдете. Можете отключать звук, кстати, чтобы смотреть только картинку, как вариант. А вот так, X1, эквивалент 52 мм X2 и бесполезный X10 на этот смартфон. Если плавно ввести вот это вот, вы получите. По поводу цен, все эти цены во время распродаж в ТГ скидок можете найти. Я думаю, что он даже дешевле 19 будет в какой-то момент стоить. Теперь начинаем, в принципе, с того, с чего я должен был начинать, а не вот этот хаос. Первое. Комплект. Комплект нулевой. Только кабель, только ключ для извлечения слота под сим-карты и карту памяти. И помимо этого ничего. То есть можно докупить под него крышки. Здесь крышка снимается в прямом смысле ногтем. Вы можете ее открутить. Но будьте внимательны, не выбрасывайте инструкцию, потому что на стриме я, снимая крышку, ее сломал. Вот такая вот магия YouTube. Если бы смотрел инструкцию, притом до этого без инструкции, я его первый раз открывал и крышку не сломал. Притом не вынув лоток под сим-карты. Кстати, насчет лотка для сим-карт. Все это приходит отлично, в отличие от какого-нибудь Sony. Все-таки вам нужно использовать. У Sony можно не использовать ключ для извлечения сим-карты, а можно просто ногтем доставать лоток. Здесь необходимо использовать ключ. Вот. И используя ключ, вы благополучным образом достаете лоток, в котором можно запихать карту памяти, симку и радоваться
использованию карты памяти до 2 терабайт. Насчет внутренней памяти. Здесь 128 гигабайт и 256. Если вы купите на 128, как и я, то у вас при установке вы установите, допустим, Genshin, PUBG New State и Breakfast. У вас останется памяти ровно 30 с лишним гигабайт, и это 1,5 часа съемки в 4К 30 FPS. Насколько это печально, это мало. Вот. Тип памяти UFS 2.2, кстати, 48 тысяч в Antutu он выбивает, как я помню, можете пересмотрите ролик. Тормозов конкретных не было, но за эту стоимость, учитывая рамки дисплея, смартфон довольно сомнительный. Вернемся к крышкам. Крышки можно менять, в продаже их практически нет, тяжело найти. Их можно напечатать на 3D принтеры. Все это, если честно, головняк. Почему? Потому что вы берете любой смартфон, накупаете под него чехлов и все. И вот эти вот чехлы благополучным образом у вас будут также уже со всякими приколюхами, карт-холдерами, как и у CMF есть. У них есть родные карт-холдеры. Их можно тоже крепить на крышку. Есть крючок, и у этой крышки есть блямба, которая откручивается. Вот, по идее, это блямба для того, чтобы туда что-то там крепить. Вот она безумно неудобна. И я пока не встречал человека, вот у меня Андрей, администратор, купил этот смартфон, ходит с ним уже не первую неделю. Ему тоже неудобно. То есть идея может быть для продажи и зашибись, для использования нет, однозначно. Потому что, повторяюсь, вы можете просто купить чехол на любой смартфон с любыми приколюхами и иметь то же самое для использования. Если говорить про, собственно, сам смарт. Инфракрасника нет, мини-джека нет, защита от влаги, учитывая, что он там разбирается, считайте, его тоже нет, потому что нужно будет однозначно бегать от дождя. Никаких приколюх, если вы открываете крышку, ничего вам не поменять, не подключить. То есть было бы прикольно, если бы ты мог сам там, нужен тебе инфракрасник, да, докупить его и вставить. Нет, такого нету. Там выход под мини-джек то же самое. Тоже такого нет, пусть даже внешний. Может быть, с чем-то потом допилят, но пока вот так. Крышки стоят дорого. Печатать, повторяюсь, это по мне глупо. Проще, вот я даже на Fold 6 купил ауговский чехол себе за 4000. Ну это Fold 6. А на CMF за 206 долларов я его покупал. Докупать крышку за 20-30 долларов, это, ну, такое себе, прямо скажем. Это чуть-чуть несоизмеримо по процентам. А вот так он будет снимать против солнца. Еще раз, я его не хейчу, мне девайс понравился. Внешне он прикольный, как маленький Валли. Как, в принципе, все Nothing фоны. Идея у них ясна. По съемке в 4К 30 FPS он может снимать на основной модуль максимум. Разрешение на фронтальный 1080p 60 FPS. И некоторыми моментами он даже выигрывает у Poco X6 Pro. Переходим дальше. По процессору все очень плохо. 600 с лишним тысяч баллов в Antutu за 200 баксов это плохо. Альтернатив этому просто море. Poco X6. Poco X6 Pro чуть-чуть дороже, тяжелее. Ну, во всяком случае, на старте продаж он был значительно дороже. Если говорить про еще альтернативы, можете накидать еще в комментариях, но их море, их просто море. И, кстати, я в ближайшее время сделаю топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. Там будет и 22, и 23, к сожалению. Но я не хочу делать отдельный топ по 30 тысяч, потому что слишком много смартфонов как раз в категории до 20, плюс-минус 10%, и свыше 30 тысяч, там тоже плюс-минус 10-8%. Вот, что еще про этот смартфон можно сказать? В игры играть нехорошо, некомфортно, тач отрабатывает плохо, экран неплохой, плотность пикселей 395 ppi, то есть средненькая, зарядка относительно быстрая, ну, он у вас будет заряжаться за час 20, это не супер. С другой стороны, автономность у него классная, он реально ест мало, и на 1,5-2 дня вам легко его будет хватать. Разумеется, никакой беспроводной зарядки нет, но есть реверсивная зарядка по кабелю. Кому она будет нужна? Если говорить про еще фейлы, нет NFC модуля и нет стерео. Насколько это плохо, это прям жесть. Как плохо, потому что нет NFC. Ну вот я просто, если забывать про крышку, 600 тысяч баллов в Antutu на Dimensity, однодиапазонный Wi-Fi, нет NFC, нет... не двухдиапазонный Wi-Fi, нет NFC, нет стереозвука, моно здесь не супер вообще.
То есть, да, громко, но я не скажу, что здесь оно классное. Вибра вообще не классная, хоть и настраиваемая. Ну, обычная вибра для смартов за 150 баксов. И защита от влаги практически никакой. То есть, и нет ультраширика. И ты такой, и чего? Ну, у них классные часы-наушники, по мне, у CMF, они уже выпустили, можете посмотреть обзоры на основном канале Польза.нет, мне они реально нравились. А в сухом остатке у вас получается смартфон, который пусть и классный, но кроме вот этой фишки с крышкой и программным обеспечением от Nothing, которое очень сильно напоминает ColorOS и OxygenOS очень сильно большим количеством моментов, нет ничего. И рамки у дисплея огромные, подбородок огромный, спасибо, хоть не каплю во фронталке поставили. Алгоритмы съемки, то есть по большому счету все, что может процессор, все, что может ПО, по максимуму они отработали. То есть я считаю, что он снимает классно для своих денег. Но, с другой стороны, тот же Gcam на смартфонах за $200 при правильных руках будет снимать не хуже. А некоторые смарты будут снимать на том же уровне. Повторяюсь, смотрите сравнение с Poco X6 Pro. И там не все так однозначно. То есть моментами Poco X6 Pro ушатывает его. Объективно и по фото, и по видео. И я даже не стал фотки сравнивать. Почему? Ну, потому что в личной телеге можете у меня их скачать, примерно прикинуть, посмотреть, кто лучше, кто хуже. Но плюс-минус те же тапки, только в профиль. Притом, опять же, по мне, Poco X6 Pro, имея 1 300 000 баллов в Antutu, лучший тач, лучший экран по именно тачу и работе. Лучшая защита от лаги. Ну, в общем, довольно смешно вот рассказывать про CMF, когда это просто какая-то игрушка. Сколько эта игрушка, по моему мнению, должна стоить? Ну, наверное, 1016 будет очуменно. Вообще 1019 тоже хорошо. Почему? Потому что я, разумеется, не советую его никому как основной смартфон. Но как звонилку, экран нормальный, яркий, довольно неплохой. Вот сейчас я снимаю, правда, он яркость сбросил капитально. То есть 10 минут ему уже тяжело. Сбросит ли он FPS, я напишу вам в комменте. Интересно ли вам подобный же, такой же ролик, только в 1080p-60 FPS, напишите. Почему они освещают там Bluetooth с кодеков? Здесь достаточно. Модуль Wi-Fi, разумеется, в наличии. Но при таком отсутствии такого количества портов и ну, возникает вопрос, сколько он должен стоить. Вот напишите, по вашему мнению, сколько он должен стоить. Я считаю, что, я повторяюсь, я его купил нормально. Для игрушки классная тема. Для основного телефона не дотягивает он вообще, потому что это что-то из разряда там, когда мы рассуждаем про какой-нибудь Realme C67, либо Xiaomi-шные экономные смартфоны, там Poco M6 Pro, мы его раскатываем. Вот он там не очень хорошо снимает, еще что-то, хотя он стоит 13 000 рублей и имеет больший функционал и лучшие характеристики. А здесь, имея смартфон за $200, ой, крышечка снимается, ой, Карл Пэй выбежал, нам его представил. Ну и что это? Вот это уже из разряда, он просто красивый. Мало этого для того, чтобы быть топом за свои деньги. Однозначно не топ за свои деньги, а девайсу от меня однозначная стопроцентная да за идею. И такие вещи надо поддерживать. Пользоваться им можно, программное обеспечение уже в каком-то смысле вылизано. Понятно, без глюков. Если бы тач чуть-чуть был получше, я бы был намного большего и лучшего о нем мнения. Не забываем прожать лайк, подписаться на ТГ Скидок, кто хочет помочь контенту, написать в комментах обязательно, чтобы я продолжал. И тогда вы увидите обзор одним кадром. И на Sony, и на Huawei, и еще на много чего. Смартфонов у меня уже штук 12 скопилось. Повторяюсь, исходники фото и видео в телеге мои личные по ссылке в описании. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.